Все произошло очень быстро, вспоминал австралиец в своей автобиографии. Было похоже на взлет самолета. Ну чё, народ, погнали! Я подходил к скорости в 300 км в час, ударил по тормозам, но было слишком поздно. Я мог видеть небо, потом землю, потом снова землю. Однако инженеры «Мерседеса» не поверили собственному пилоту. И их ответ — нет, такого не могло произойти. Машина не могла просто взять и перевернуться. Конечно, конечно. К 24 часам 1999 года инженеры «Мерседеса» создали новый прототип «Келлер», который пусть и был отчасти основан на прошлогоднем CLK Elm, но существенно отличался от него. Все пошло не так уже во время гоночной недели во Франции. Во-первых, КЛР оказался недостаточно быстр, по крайней мере, в квалификационном режиме. Но хуже было не это. Инженеров куда больше озаботила странная авария юного Марка Уэбера в четверг. Инцидент не попал в объективы видеокамер, но сам австралиец рассказал, как передняя часть прототипа внезапно оторвалась от асфальта на прямой перед поворотом Индианаполис. Автомобиль после кульбита приземлился на колеса и замер. Не все знают, что самым уродливым авто до сих пор считался Fiat Multipla. Однако следующая машина побила все антирекорды красоты. Даже те, кто не разбирается в автодизайне на профессиональном уровне, скажут, что этот железный конь совершенно непривлекательный с виду. Аппарат, который выставлен на продажу на eBay, изначально был выпущен на производстве и никаких отличий от своих собратьев не имел. Это был ничем не примечательный Mercedes-Benz CLK первого поколения, который так ничем и не отличался бы, если бы не попал в руки своего нынешнего владельца. В тексте объявления указано, что автомобиль находился в руках одного хозяина. Ставшее уже привычным стекловолокно, которое используют для кузова автомобилей, не было использовано. Вместо этого за основу взята сталь толщиной 0,9 мм. Для внутренней отделки салона использована натуральная кожа, что придает интерьеру в целом комфорт. Также в авто есть в наличии MP3 проигрыватель, климат-контроль, сиденья оснащены электроприводом. В 1899 году машина Даймлера в пух и прах разорвала всех соперников, прославив не только самого инженера-изобретателя-предпринимателя, но и гонщика, который сидел за рулем этой ракеты. Звали его Эмиль Елинек. Был он евреем с очень сложным происхождением. Немного немец, чуть-чуть француз, капелька испанской крови. Короче, намешано все, что только было можно. И была у него дочь по имени Адриана Мануэла Рамона. Еврейка, а согласно законам этого народа, выбор имени для новорожденной девочки был очень сжатым. Однако Эмиль дочурку боготворил и с первых дней жизни начал называть ее в кругу семьи Мерседес, что по-испански значит «божье благословение» или «божий дар». В итоге имя это за ней так и закрепилось. После гонок 1899 года Эмиль влюбился в машину Даймлера, а так как больше всего на свете он обожал свою дочурку, то и назвал автомобиль ее именем, то есть «Мерседес». Готлибу это понравилось, и до самого 1903 года все новые разработки компании, дело принял сын первого Даймлера Пауль, неофициально называли именно так, а потом и вовсе зарегистрировали имя в качестве товарного знака. Сама же отдельная марка появилась только в 1926 году после объединения компании Бенца с Даймлером. На улицах Москвы или Ленинграда во времена СССР иномарки нет-нет, да и попадались. Простым людям их не продавали, как хорошо известно. Даже «Волгу» можно было купить только в счет больших заслуг перед страной и Компартией. А иномарку заполучить было еще сложнее. Сейчас мы можем, наконец, заглянуть в эту тайну истории и узнать, кто из граждан Союза получали счастливый билет. В 1973 году иностранным автопроизводителям разрешили устроить в СССР выставку и показать свою продукцию советским гражданам. После этого компания Daimler-Benz открыла представительство в СССР и начала официально продавать грузовики и легковые машины. Кто ездил на «Мерседесах» в СССР? Если переворошить архивы, можно узнать больше о том, кто могли владеть такими машинами. Иностранцы, дипломаты, бизнесмены и журналисты, по делам приезжавшие в СССР надолго, могли купить машину свободно. Уезжая на родину, экспаты редко брали машину с собой. Чаще ее сдавали в советскую комиссионку. Бэушный «Мерседес» на авторынке мог стоить в 3 раза дороже, чем новая «Волга» в автомагазине. Замечательно. Знаменитости иногда получали машины в награду или покупали на гонорары. Хорошо известно, что Анатолий Карпов получил «Мерседес» в подарок от правительства ГДР. «Мерсы» были в семье Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, у Владимира Высоцкого и других. Милиция тоже начала закупать иномарки для своих элитных подразделений. Небольшое количество машин получили советские НИИ для изучения и освоения западных технологий. История эмблемы «Мерседес» началась еще в 1880 году.
В 1909 году трехлучевая звезда была утверждена в качестве логотипа компании Daimler Motoren Gesellschaft, которая производила кроме машин судовые и авиационные двигатели. Таким образом, звезда символизировала применение двигателей Даймлера на земле, в воде и в воздухе, или, если угодно, превосходство компании в этих трех стихиях. Карл Бенц, создатель первого в мире автомобиля с бензиновым двигателем, зарегистрировал торговый знак своей компании «Рулевое колесо» в 1903 году, а в 1909 сменил его на лавровый венок. После слияния компаний Даймлера и Бенца в 1926 году и образования компании Daimler-Benz звезда была вписана в лавровый венок, а свой современный вид — трехлучевая звезда в круге — эмблема обрела в 1937 году. Правда, и в наше время в некоторых случаях лавровый венок окружает звезду. Три луча звезды, по второй и самой известной версии возникновения этого символа, обозначают имена трех людей, причастных к созданию автомобиля Mercedes — Вильгельма Майбаха, Эмиля Еленека и его дочери Mercedes. Король конструкторов Майбах стоял у истоков транспортного двигателя внутреннего сгорания. Австрийский консул Еленек, поклонник автомобилей и страстный гонщик, вложил немало материальных средств и душевных сил для того, чтобы двигатели машин становились все более мощными, а предприятие, производившее их, процветало. Дочь Еленека Мерседес пожертвовала автомобилю свое имя. «Серебряные стрелы» — такое поэтическое название пресса дала команде Mercedes-Benz благодаря серебристому окрасу гоночных автомобилей и регулярным победам их водителей. Впервые его начали применять после успехов команды на гонках Гран-при в середине 30-х годов. Со временем название «Серебряные стрелы» перекинулось и на команду Формулы-1, а также и на марку в целом, сделав серебристый титульным цветом Mercedes-Benz. Обычно, приобретая подержанную машину, мы интересуемся ее состоянием и соответствием заявленных характеристик реальным, а личность предыдущего владельца нам мало интересна. Но не в случае с раритетным кабриолетом Mercedes-Benz 770K Große Offene Tourenwagen, которым владел Адольф Гитлер. Не может быть. Как и любой диктатор в нашей истории, Гитлер питал страсть к дорогим автомобилям, и Mercedes-Benz 770K Offene Tourenwagen не был исключением. Кабриолет 1939 года выпуска использовался канцлером нацистской Германии и фюрером Третьего рейха, а сейчас выставлен на аукцион. Модель, которую прозвали Супер-Мерседес или Гроуса Мерседес, если и в чем виновата, то только в своей передовой конструкции, сделавшей ее одной из лучших машин своего времени и, естественно, фаворитом у властимущих. Заказ оформил Оберштурмбанфюрер СС Эрих Кемпка, который с 1934 года до апреля 1945 года служил личным шофёром Адольфа Гитлера. Требования были сформулированы исходя из пожеланий фюрера и мнения его водителя, который прекрасно понимал, для чего нужна машина и в каких условиях ее предстоит использовать. Кабриолет изначально заказывался как парадный автомобиль, на котором Гитлер должен был принимать иностранные делегации и принимать участие в парадах. Именно поэтому кузов был со складной крышей. При этом, осознавая вероятность покушения на фюрера, Кемпка потребовал бронировать кузовные панели и установить пуленепробиваемые стекла, складные сиденья в салоне и съемную бронепанель в задней части кузова. Вкупе с дополнительными затемняющими накладками на окна, в зависимости от ситуации Гроуса Мерседес-канцлера, мог превращаться либо в открытый всем взглядом кабриолет, либо в этакий роскошный танк. Большинство из крупнейших немецких компаний по производству автомобилей было создано задолго до начала крупного черного пятна в истории Германии, Второй мировой войны. До нее эти самые компании выпускали автомобили, после нее автомобили. А что же крупнейшие немецкие автопроизводители выпускали в военное время Volkswagen, самый безобидный? С идеей создать народный автомобиль Volkswagen от нем. Народный автомобиль выступил в 1933 году сам Адольф Гитлер, поручив работу по его разработке знаменитому Фердинанду Порше. В 1938 году с конвейера свежепостроенного завода сошли первые Volkswagen Käfer, знаменитые немецкие жуки, на основе которых в том же году был сконструирован и полноприводный армейский Volkswagen Typ 82 Käbelwagen. На его основе в 1942 году был создан также автомобиль-амфибия VW Type 128 Schwimmwagen. За все время производства до 1944 года было выпущено около 15 тысяч амфибий. Карл Майбах был лично знаком с Гитлером и даже состоял с ним в тесных дружеских отношениях. Именно по этой причине компания Майбах в годы Второй мировой стала едва ли не единственным в Германии производителем танковых двигателей.
В годы войны Daimler-Benz занимался массовым выпуском авиационных поршневых двигателей, которые устанавливались, например, на знаменитый Мессершмитт 109 и его более тяжелого собрата 110. Карл Бенц первым в мире получил водительские права. Да ладно! Как только Карл Бенц изобрел первый автомобиль, он открыл двери в неизвестный для себя путь. Эта новомодная самодвижущаяся повозка была не похожа ни на что, что когда-либо видели раньше, и, что еще важнее, никто не знал, как ей управлять. Посыпались жалобы на шум и запах от автомобиля, и вскоре патент Моторваджен запретили использовать на улицах Мангейма по указу мэра. Как же вы меня заеб... К счастью, государственные власти понимали практическую значимость такого устройства. Поэтому в 1888 году окружное управление Мангейма в Великом герцогстве Баденском выдало ему первые водительские права на испытание автомобиля на городских улицах и в окрестностях. Бенц лично нес полную ответственность за все происшествия, которые могла учинить эта самодвижущаяся повозка. Ни о каких страховках тогда и речи не было. Безопасность на высшем уровне. Поколение 123 появилось на рынке, когда подушки безопасности еще проходили по рангу экзотики. Тем не менее, продуманный с точки зрения пассивной безопасности, кузов Мерседеса спас немало жизней. Легендарным стал эпизод в Южной Африке 14 февраля 1988 Кристофер Уайт, управлявший своим 123-м, вылетел с горной дороги, несколько раз перевернулся, приземлился на скалы в сотни метров от трассы, но остался жив. Ровно за то же самое, потрясающую надежность и, скажем так, долгоиграемость 123 любили таксисты всего мира. Говорят, когда Mercedes-Benz в середине 80-х объявил о планах сменить 123 новой моделью, немецкие таксисты даже устроили забастовку. Что требовали? Понятное дело, что сохранить выпуск модели хотя бы для нужд такси. Сегодня BMW небезосновательно считается главным конкурентом Mercedes-Benz. И это никого не удивляет. Забавно другое. В Штутгарте как будто давно догадывались о подобном развитии событий и даже пытались его предотвратить. Как минимум дважды в истории Mercedes-Benz хотел добавить мюнхенский бренд в свое портфолио. Первый раз мысль о покупке мелькнула еще в середине 1930-х. Тогда Daimler-Benz видел в BMW потенциал бюджетного бренда со специализацией на мотоциклах и самых дешевых автомобилях. Планам помешала Вторая мировая. Второй заход, трехлучевые, предприняли в конце 1950-х, когда положение баварцев было совсем тяжелым. На ежегодном заседании акционеров 9 декабря 1959 председатель наблюдательного совета BMW Ганс Файт озвучил предложение о присоединении к Daimler-Benz. Только упорство дилеров и настойчивость инвестиционной группы Quandt, ставшей одним из главных акционеров BMW, не позволили этому случиться. Ага, поверил. Ну и бредятина. Наверное, и к лучшему. Иначе BMW в современном мире соперничали бы с Opel, Fiat и производителями скутеров. Понятно, что при таких вводных разработка компактного Mercedes-Benz просто обязана была обойтись дорого. Хотя, судя по всему, она оказалась еще дороже. С начала проекта в январе 1974 по январь 1982, когда стартовал выпуск пилотной партии 190, успели освоить свыше 2 миллиардов дайчмарк. Это $1 миллиард по курсу того времени или почти 2,8 миллиарда в современных ценах. Сюда вошли не только средства на разработку и наладку новых производственных линий, но и расходы на переоборудование завода Mercedes-Benz в Бремене.